Любой сценарист Marvel знает простое правило. Если ты победил злодея в первом же фильме, готовься, во втором он вернется. Картинг это правило обожает. Потому что в этот уикенд парень, который выбил Романа из гонки в Италии, в Ланата, снова стоял на той же решетке, в той же категории, с тем же фирменным маневром. Но мы забегаем вперед. Быгдыш, Польша, 15-16 мая. Первый раунд сезона чемпионата Польши КМП 2026. Категория мини-60, 30 пилотов и 5 из них, чтобы вы понимали уровень, прямо сейчас выступают в мировой серии войска в Италии. Это не детские покатушки, это глубокая злая сетка. Это канал Roman Racer, где вы моими глазами наблюдаете за гоночной карьерой моего сына Романа. Здесь все как есть. Тренировки, ошибки, технические проблемы, борьба, разочарования и те редкие моменты, ради которых все это и затевается. А этот уикенд дал и того, и другого, с запасом. И главное, что нужно понять заранее. Скорость была. Весь вопрос уикенда был не в том, может ли Роман ехать быстро, а в том, позволит ли ему хоть раз довести эту скорость до протокола. Первый день встретил дождем. И не тем красивым дождем из заставки Drive to Survive, а настоящим холодным и скользким. Плюс в чемпионате Польши используется другой двигатель, не тот, что в Rock Cup Poland. Соответственно, новый движок и новая резина, более мягкая, которая ведет себя совсем по-другому, нежели обычная, опять же, в том же чемпионате Rock Cup Poland. И все это впервые мы используем в боевых условиях. Первая тренировка была честно провальной. Карт несколько раз разложили, новую раму помяли, нормального времени показать не вышло. В итоге 14-е время среди всех гонщиков. Бывает старт уикенда, после которого хочется сразу собрать вещи. Это был он. А потом случилось то, ради чего и стоит терпеть такие ситуации утром. Вторая тренировка, и Роман едет седьмым. С прошлой сессии он отыграл 7 позиций и почти 0,4 секунды на круге. Отставание от лидера меньше секунды. Вот она скорость. Появилась ровно тогда, когда в нее уже почти перестали верить. Квалификация подтвердила, что это не случайность. 7-е место из 30. В таких условиях против такой сетки это очень серьезно. А в своей подкатегории мини У10 Роман квалифицировался вторым. Отставание от первого 77 тысячных секунды, меньше чем моргнуть. И если вы хотите видеть это не раз в месяц в смонтированном ролике, а прямо из паддока, у нас есть Telegram. Там все без монтажа, тренировки, заезды, мои живые комментарии и ответы на вопросы. Работает быстрее любого итогового видео. Большие истории здесь, на YouTube, а короткий экшен, старты и обгоны в Instagram и TikTok. Возвращаемся на трассу, потому что дальше уикенд начал показывать характер. Первый заезд, дождь, старт с 5-го места. И первый же поворот Роман прошел так, как мечтают все. Проскочил наверх, на вторую позицию. А вот удержать карт на мокром асфальте не вышло. Разворот. И из второй он улетел в самый хвост. На последнее место в поле из 30. Дальше началось то, ради чего вообще стоит смотреть дождевые гонки. Сена в дождь когда-то обгонял пачками. Именно мокрая трасса показывает, кто реально умеет ехать, а кто просто быстрый по сухому. С последнего места Роман прошел вперед, обгон за обгоном. И к 10-му кругу он уже был 11-й. С 30-го на 11-е. 19 позиций в дождь за несколько кругов. И когда казалось, что камбэк удался, второй разворот. Снова назад. И Роман снова поехал вперед. Опять обгоны, опять наверх. В итоге финиш 19-й. 0 очков. В протоколе это выглядит сухо. 19-я позиция. 0. Очень компактно. И ни строчки о том, что под этой 19-й позицией 22 обгона и 2 разворота в одной дождевой гонке. Расстроились? Да. Опустили руки? Нет. Едем дальше. Казалось бы, хуже сценария не придумать. Картинг услышал это как вызов. Второй заезд накануне отменили из-за сильного дождя и переложили на второй день. И вот тут на сцену выходит наш злодей из второй серии. Старт с 18-го. Роман пробивается вперед, поднимается в середину пелотона. Нормально, по плану. А дальше контакт. Тот самый парень, тот самый маневр. Романа выбивает, и он откатывается на 26-е. Судьи потом дадут виновнику 10 секунд штрафа. Официальное решение черным по белому. Польза от этих 10 секунд примерно как от некоторых стратегических решений Ferrari. На бумаге есть, а в реальной гонке не меняет ничего. Они не вернут нам ни позицию, ни очки. И вот здесь единственный момент за весь уикенд, когда 10-летний пилот по-настоящему сломался. Не злость, не досада, а настоящие слезы. Потому что это та самая ирония, которую не покажет ни одна таблица. Один и тот же соперник второй раз в двух разных странах. 2
заезда позади 0 очков. И вот здесь уикенд пошел к своей развилке. Можно было закрыться, доезжать аккуратно и спасать хоть что-то. Мы выбрали обратное. Раз уж терять больше нечего, забыли про подиумы, про таблицы, про осторожность. Едем ва-банк. Третий заезд. Старт с 27-го, почти последний ряд. A my zobaczmy na start kategorii M60. I jedziemy. Światła gasną, jesteśmy w wyścigu. Pierwsza pozycja Maksymilian Safarzyński, Filip Stec. Tutaj chyba nie ma żadnej zmiany. Bezpiecznie w tym pierwszym виражу. Это была лучшая гонка уикенда. Чисто без аварий, своим темпом Роман поехал вперед, как Ферстаппен прорезает поле с конца решетки. С 27 на 11, 16 позиций за одну гонку. Это почти столько же много, сколько и в первом заезде. Отличный результат. Первые очки этапа. И впервые за эти выходные ощущение, что справедливость все-таки существует. Четвертый заезд получился другим. Без героики, zато по-взрослому. Za chwileczkę będziemy mieli start do tego wyścigu, światła zapalone, mamy dwa korytarze, mamy dwa węże, przyspieszają, światła gasną, jesteśmy w wyścigu, to jest czwarty wyścig finałowy kategorii Mini 60. Zobacz, pierwszy zakręt, pierwszy wiraż w tym wyścigu, do przejechania 12 okrążeń. No i widzimy, bezpiecznie, bez żadnych kolizji, bez żadnego incydentu. Świetnie ta stawka kierowców przemierza kolejne metry. Prowadzi Maksymilian Safarzyński. Druga pozycja, czy to jest Jan Woźniak? Zaraz zobaczymy. Старт 11 и финиш 11. Ровно, стабильно, без ошибок. И на этом отрезке Роман показал свое лучшее время гонки за весь уикенд. И еще 5 очков. Иногда зрелость гонщика видна не в том, сколько ты обогнал, а в том, что ты ни разу не опустил руки и продолжил бороться, как бы ни складывались обстоятельства. Если убрать драму и оставить голый протокол, по итогам этапа 14 место в группе мини-60 из 30, 10 очков. До лидера далеко, не буду спорить. Но этот уикенд никогда и не был про итоговую строчку. И еще одна деталь, отдельная и очень приятная. В категории мини до 10 лет Роман занял по итогам этапа 3 место. Кубок и диплом. После уикенда, который дважды пытался развалиться, этот подиум стоит дороже, чем выглядит. Так чему научил этот этап? Скорость есть, 7 в квалификации и 22 отыгранных позиции в одной гонке врать не умеют. Справедливости в этот раз не было. Дождь, разбитый в первой тренировке карт, 2 вылета и 1 по чужой вине. Но было кое-что важнее любой строчки в протоколе. Роман каждый раз возвращался в борьбу. Из самого хвоста в дождь. С 27 места после аварии и слез обратно на трек. 10-летний пилот, который умеет проиграть заезд и не опустить руки, это, возможно, и есть главный результат этих выходных. Это Роман Рейсер. Здесь мы наблюдаем, как строится гоночный путь, круг за кругом, уикенд за уикендом. Подписывайтесь. Большие истории на YouTube, живой падок в Telegram, короткий экшен в Instagram и TikTok. Уикенд может выбить тебя дважды. Гонщик возвращается трижды. Be faster.